Доброго дня, добрые люди. Сегодня я без лица, потому что лицо больное, но это нам не помешает с вами сегодня встретиться и обсудить новый выпуск бурды 2002 года за июнь. Я всегда долго и дотошно разбираю модели, изучаю выкройки, детали и сам пошив, чтобы мне уверенно и точно вам в последующем рассказать про все эти модели. Поэтому мой обзор не самый первый, но располагайтесь, наливайте все, что вы хотите налить. Сейчас мы начнем. Про обложку два слова скажу. Тут наглядно видно, как хорошо смотрятся вместе цвета, которые сочетает сама природа. Зеленый, бежевый, белый и немного розового. По-летнему свежий и теплый натюрморт получился. Ну и как раз выпуск открывает платье с обложки. Невинно белого, я бы даже сказала, выбеленного цвета. У него рельефные швы по полочке переходят в защипы по талии. Интересный крой у платья. Это не пресловутые два шва. Тут нужно вплотную пообщаться с тканью, разглядеть выкройку. Вырез лодочка, спущенное плечо, перетекающий в миниатюрный рукавчик. На фоне рельефных швов есть и выточки по груди. Платье частично отрезное по линии талии, потому как бочки цельнокроенные. Сзади плечевые выточки перешли в горловину, это и понятно. По среднему шву молния и длина ниже колена. Женственное воздушное платье для летней жары. Тут как раз сшито из хлопчатобумажного пике. В прохладные дни можно накинуть сверху джинсовую курточку. Как раз недавно она была, по-моему, в майском выпуске. Еще один белый наряд. Эта коллекция, к слову, называется «Леди в белом». Тут мы видим брючный элегантный костюм. Элегантность тут за счет сдержанного V-образного выреза по горловине, аккуратного рукава, ну и, собственно, белого цвета. И разбавляют всю эту утонченность вот такие накладные карманы. Не слишком сложная модель, думаю, за день можно справиться с этой выкройкой. Тут комбинезон сшит из твила, можно его и из льна сшить, и из хлопка. Я бы взяла ткань с эластаном для удобства движений в нем. Молния сзади в среднем шве. Это я размышляю как раз об удобстве. Каждый раз, когда вижу комбинезон, сомневаюсь в его удобном использовании. А еще и здесь и молния сзади. Так это вообще, мне кажется, препятствие какое-то. Хотя много комментариев о том, что такая вещь достаточно удобна. Но я так и не решаюсь себе сшить комбинезон. Ну а мы продвигаемся дальше. И тут модель брюк из кипера. Эта модель, напоминающая брюки карго, сейчас как раз актуальна. Такая модель: отрезной пояс, двойные шлевки, молния с гульфиком, карманы с отрезным бачком, накладные карманы с клапанами на кнопках. Если хочется добавить дерзости, можно один клапан из этих двух сделать другого цвета и продеть такого же цвета в цвет клапана поясок в шлевке. Рядом трикотажный топ цвета айвори с запахом. Могу дать 100%, что у меня в коллекции журналов уже есть такой топ. Я не стала искать, в каком именно выпуске. Думаю, вы тоже помните такой топ. В целом я не против повторов. Если нет старого журнала с выкройкой, то не надо его искать и покупать. Вот, пожалуйста, тут есть. А с другой стороны, если уже есть 7 одинаковых выкроек, то это может, конечно, подбешивать. Хотя выход на поверхности. Можно просто шить по уже имеющимся выпускам и не покупать новые журналы. Так, тут топ двойной. Это как два асимметричных топа, надетых друг на друга. Можно один топ сшить из сетки. Если внутренний, то это будет такая загадка. А если сетка будет поверх, то есть топ из сетки будет сверху, то это уже про озорство. И прям рукава шить разные. Один из сетки, другой из трикотажа. Я вот почему-то так увидела эту модель. Дальше нам дают юбку спереди с застежкой на обтянутых пуговичках из белого жаккарда с акцентным бантом. В боковых швах карманы, длина до колена,
которая не всегда выгодно играет в образе. Но тут надо смотреть на конкретном примере, каждому своя длина идет. Впрочем-то, юбка достаточно простая, ничего такого сложного нет. Это просто прямоугольник, присборенный на поясок, и к пояску пришит бант. В общем-то. Дальше идет рубашка из поплина с рукавами из органзы. Помимо воздушных рукавов со складками по окату, украшением этой рубашки являются еще и защипы по плечам. По сути, это выточки, заложенные не на изнанку, а наоборот, наружу. В остальном классическая рубашка, планка цельнокроенная, отложной воротник на стойке, кокетка без плечевого шва, манжеты, все, в общем, все как обычно. Но вот такая конструкция — это та самая незаурядность и изюминка, которую так неистово требуют читатели журнала. Рядом еще одна замысловатость, я бы так выразилась. Это жилетка из вискозы без боковых швов, спереди рельефные швы, в них заложены карманы с листочкой, аккуратная однобортная застежка и, собственно, все. И вся идея, и вся оригинальность в ремешках, которые соединяют полочки и спинку по талии. Интересно, не избито. Не могу сказать, что это ново, скорее подзабыто, но вот теперь можно сшить и носить, производя впечатление на окружающих. На следующей странице бомбер из сетки. Тоже оригинальное решение, хотя не совсем понятно, когда его носить. В нем холодно, когда прохладно, и жарко, когда тепло. Для защиты от загара тоже не подходит. Можно пришить тонкую подкладку тельного цвета, тем самым добавив функциональности этой куртки и не потеряв, собственно, саму идею. Так, у куртки прямой и несложный крой. Накладные карманы опять мы видим с клапанами на кнопках. Однобортная застежка тоже на кнопках. И по низу кулиска на резинке. Дальше пошив тех самых брюк в стиле карго в картинках. И здесь примеры разных образов, которые собрали с моделями из этого выпуска. Есть casual, есть бизнес вариант и есть вечерний вариант на прогулку. Так, и трендовая модель номера платье в стиле 60-х. Тут есть несколько примеров с подиума. И в этом платье собрали все. И пайетки, и американскую пройму, и силуэт, чтобы возникло прям стойкое ощущение 60-х и ничего прочего не приходило в голову. Платье простого, казалось бы, кроя, но степень сложности пошива определили аж 4 точками. Тут нагрудные выточки из проймы, плечевые выточки из горловины, молния сзади по среднему шву, прорезные карманы с листочкой и снизу ярус из ткани с пайетками. Стильно, лаконично, хоть и с отсылкой в 60-е, но и сегодня это актуальное платье. Дальше. Следующая коллекция посвящена летним принтам. Подборка с подиумов опять на этой странице. Это они очень удобно делают, что дают примеры с показов. А тут мы видим комбинезон с шортами из ткани с пестрым принтом на зеленом фоне. Снова тут накладные карманы, аккуратный вырез по горловине, лаконичные рукава. И тут уже лучше видно и отстрочку по низу рукава, и шлевки на пуговицах. Тем, кто носит мини-платье, будет интересная альтернатива на лето. Дальше идет отрезное по линии талии платье из вискозы с ярким летним принтом. Как раз спокойная, почти базовая выкройка отлично подходит яркому замысловатому принту. У платья вырез лодочкой, аккуратный вточной рукав, талиевые выточки по полочке и спинке, нагрудные выточки, молния по спинке, поясок и слегка расклешенная юбка.
По этой выкройке можно шить вообще из любой ткани платье, добавлять, убирать длину, длину рукава регулировать как надо и надевать и в пир, и в мир. Рядом блуза из вискозы с пластроном на изящных пуговицах, с застежкой на изящных пуговицах. Рукав присборен по окату, снизу на манжете с пуговицей. Прямой крой, никаких выточек, все усилие и внимание будет направлено на оформление этого самого пластрона, в основном в пошиве. Дальше платье из полиэстера в яркую полоску. Если предыдущее белое платье по этой выкройке было из разряда одежды для леди, все такое белое, утонченное, все закрытое, то тут длина и принт делают платье легким, беззаботным и веселым. Впрочем-то, из отличий тут только длина у этих двух моделей. Рядом блуза из вискозы с мелким пестрым принтом. У блузы прямой крой, выточки по груди и круглая горловина на обтачке, которая сзади застегивается на пуговичку. Украшением этой модели являются присборенные по окату и расклешенные к низу рукава. Будет эффект порхания крыльями, как у бабочки в такой блузе. Простая и быстрая обновка получится, если взяться шить такую блузу. А образ с юбкой плесе нежного кораллового цвета получился нежный и женственный. Я радуюсь этой тенденции сейчас, когда возвращается женственность и нежность в женских образах. Оверсайзы уже поднадоели, хотя лично я и не носила оверсайз. Я люблю все-таки приталенность или хотя бы, чтобы плечи были на месте. Здесь еще один яркий пестрый разворот. Это топ на одно плечо и бомбер из поплина. Обе модели мы уже видели. Топ был двусторонний, а тут решили показать только одну сторону. В принципе, можно сшить два топа с рукавами по разным сторонам сочетающихся цветов и надевать вместе, когда хочется, или же носить по отдельности. Короче, интересные образы можно накрутить с этой выкройкой. А рядом бомбер, который был из сетки, теперь сшили его из поплина с плательной, яркой, пестрой расцветкой. Я вообще сторонник спокойных цветов и принтов, но этот бомбер прям зацепил мое воображение. Наверное, пришла пора разбавлять свою базу чем-то вот таким пестреньким. И еще одни брюки из коллекции ярких принтов, брюки из хлопка с тропическим рисунком. Если по отдельности рассмотреть цветы, то вроде это просто флористический мотив, но при первом взгляде напоминает прям джунгли. В общем-то, это брюки-родственники брюкам в стиле карго с накладными карманами. Здесь убрали эти самые накладные карманы, помудрили с пояском, и вуаля, новое прочтение. А поясок стоит внимания, как раз интересная идея, особенно если нет возможности обметать петлю для пуговицы на машинке. Хотя ее и вручную можно красиво обметать, но не суть. Вот такой запах на тесемках, безусловно, любопытная деталь на брюках. Стоит обратить внимание на эту деталь. Здесь предлагают сшить сумку из остатков ткани. И дальше предлагают вдохновиться коллекцией в стиле прохладного бриза с этнодеталями. Здесь мы видим жакет с баской из хлопка в полоску, рельефные швы, двушовный рукав, накладные карманы и застежка на крючках. Вообще застежка на крючках — это что-то любопытное. Я еще не видела в масс-маркет жакеты на крючках. Интересное решение, нужно будет применить. И в бурде оно не впервые и не раз встречается. Постоянно крючки, крючки. Это же так замысловато. Ну а жакет заслуживает внимания. Я бы убрала баску и носила поверх летящего платья в пасмурные дни. Укороченные жакеты как раз довольно актуальная деталь гардероба на данный момент. И еще и не примелькавшаяся. Только тут учесть надо, что это выкройка на низкий рост. Ну а так в целом жакетик вот так вот с баской неплохо сыграл. Вот эти полоски, когда развернули, довольно-таки мило смотрится. Рядом на этом развороте еще один жакет оранжевый рубашечного кроя с пижамным воротником
из льна. Я этот воротник без стойки с отложным лацканом в основном на пижамах вижу. Но это ни о чем не говорит. Вполне достойно смотрится и на одежде в люди. В журналах, кстати, за 99 год только такие воротники и были. Все возвращается. Так, ну а жакет достаточно простой. Рукав на манжете с пуговицей. Кокетка без плечевого шва, цельнокроенный подборд и фигурные разрезы по бокам. Ее можно носить, рубашку эту, и как жакет вторым слоем, и как, собственно, полноценную рубашку. Тут блуза из шитья нежного женственного кроя и такого же нежного цвета. Отрезная под грудью блуза, приталенная за счет выточек спереди и сзади, пышный рукав. Он присборен по окату, расширен к низу и собран снизу на резинку. Борта обработаны обтачкой. Будет хорошо смотреться и с юбками, и с брюками, и с шортами. Рядом платье на высоких из хлопка. Тут, как и на обложке, собрались цвета: белый, бежевый и зеленый. Приятное сочетание. Платье с американской проймой, сборка по горловине вместо нагрудных выточек, отрезное по линии талии, юбка заложена в складки и по поясу кулиска с продетой в нее широкой резинкой. И опять вот такая баска наоборот, как в прошлом номере была на брюках. Нежное летнее платье. Единственное, что придется носить его без белья, иначе лямки разрушат всю эстетику этого самого воздушного образа, который тут собрали. Следующая модель — это платье из шелка. Платье из шелка, создающее впечатление, что его шили из платков. Тут и рукава открытые, видны эти как будто бы платочные уголки, и юбка скроена так, что уголки свисают, и принт на ткани, собственно, платочный. Красивое платье, которое добавит изысканности в гардероб, если примерно в таком исполнении его сшить. Единственное, как же тут без единственного, я не уверена в том, будут ли красиво лежать вот эти самые углы вот здесь. Наверняка кто-то шил подобную модель, делитесь опытом, потому что платье стоящее, но подводные камни тоже надо знать. С этой стороны модель как будто рукой держит этот самый момент, а с этой стороны как-то прикрыто все вот этой корзинкой. И непонятно, что там на самом деле происходит. И дальше еще будет фото, там тоже непонятен этот момент. Ну и рядом тут туника из хлопка. Это удлиненная версия ранее встречавшейся блузы с пластроном. Тут пластрон выделили декоративной лентой и добавили длины самой туники. Я бы и как платье ее носила, да и на пляж тоже подойдет. Здесь тоже прежние модели, но в новых вариациях. Юбки из хлопка спереди с застежкой добавили длины. Она мне в таком исполнении больше нравится, кстати, и что полосками поиграли. А вообще меня тут больше блуза, конечно, заинтересовала. Я рассматривала ее как могла. Ну, вроде это вот по вот этой линии вот так пришит очень большой широкий волан, который вот здесь впоследствии переходит в рукав. То есть вот здесь он закруглен и там продевается рука. Вот это все, что я смогла понять по этой фотографии. Интересная очень блуза. А рядом жилетка без боковых швов, уже из жаккарда. Она на подкладке, если я это не упомянула ранее. И тут сзади ремешки застегиваются на 2 пуговицы, а не на одну, как в предыдущем варианте. А в этом варианте жилетка напоминает что-то такое дико западное. Здесь пример того, как платье на высоких выглядит с пиджаком. И на девушке маленького роста, по-видимому, или это пиджак так скрывает рост. Дальше предлагают сшить клатч, опять же из остатков ткани. И пошив того самого шелкового платья, как я и говорила. Вот этот момент вот здесь не очень хорошо видно. Они прям тут заклеили вот это вот все. И не то, что заклеили, напечатали поверх. И непонятно, как там низ платья выглядит. Хотя, может, я зря переживаю, и там все нормально ложится. Теперь здесь
парочка мужских моделей. 2 сорочки, одна с застежкой пола и отложным воротником на стойке из белой вискозы, другая с контрастным пластроном с воротником-стойкой из хлопка в полоску. На белой рубашке еще есть паты на рукавах, которые держат закатанный рукав. Обе рубашки без кокеток и с бантовой складкой по горловине. Все просто и лаконично. Тут вот видно, как все это выглядит с другой стороны. Ну и 2 пары детских вещей. Не слишком простые в пошиве вещи. Тут только футболка в 2 шва. А шорты и сорочка с пластроном потребуют времени. Для мальчика шорты повсюду с накладными карманами. Для девочки шорты более аскетичные. Так, ну и вот они плюсики. Нам предлагают полюбоваться моделями в оттенках индиго. И первой такой моделью выступает платье крестьянка из вискозы с мелким абстрактным узором. Все очень тривиально, за исключением маленьких разрезов по шву реглана и двойного рукава. Тут один ярус рукава короче другого, что добавляет платью легкости и воздушности. По крайней мере, на модели именно так и смотрится. Рядом туника в таком же стиле, но по другой уже выкройке. Здесь прямая ровная линия выреза сверху, украшена небольшой оборкой. По талии кулиска на шнурке и рукав снизу красиво оформлен. Тоже кулиска, но на резинке, и аккуратная оборка по низу. Сшита туника из смеси шелка и хлопка с весьма интересным принтом. Очень любопытная ткань и по составу, и рисункам. Дальше идет простая трикотажная футболка, но с женственным заявлением в виде оборок по рукавам. V-образный вырез по горловине, выточки и спущенное плечо. В общем-то, простая быстрая футболка. Рядом юбка трапеция спереди с застежкой на пуговицах из вискозы с мелким ретро-рисунком. Довольно свежо и актуально смотрится со свитшотом в данном образе. Топ. Так, тут написано топ, но я бы сказала туника или даже платье. Ну, пусть будет топ, если предположить, что он с такой макси-баской, то можно и топом его назвать. В общем-то, тут все то же самое, что и у предыдущего платья. Также вырезы от горловины по шву реглана, также двойные рукавчики, только длину укоротили. Думаю, можно и с узкими брюками надеть этот топ, или же вот так самостоятельно его носить. Рядом комбинезон из полиэстера с мелким замысловатым принтом. У комбинезона молния спереди, что делает его более удобным. Талия на резинке, плюс поясок со шлевками для него. Карманы в боковых швах с отстрочкой в виде клапанов добавляют изящество этому всему. Завязки по низу рукава вместо манжетов. Нравится, как это все выглядит на модели. Следом еще один похожий комбинезон, хотя уже очень сильно видоизменен. Здесь и рукав полноценной длины с манжетом, и брюки длинные. Также добавили отложной воротник, клапаны по полочкам и накладные карманы сбоку. Сшито это все из смеси хлопка и вискозы в тонкую полоску. В целом это более официальный вариант, чем предыдущий, вот мы видели. Тут рядом снова юбка трапеция на застежке из ярко-синего шамбре. Я вот не сказала до этого, тут есть карманы в боковых швах, и они пристрочены по контуру к юбке. Также отрезной пояс и выточки сзади. Тоже более универсальная версия этой выкройки. Так, ну и все. Тут еще близко показаны детали, можно тут все это рассмотреть. И анонс на следующий выпуск. Вот так с первого взгляда вроде ничто за душу и не берет. Но посмотрим в следующем месяце. Была рада провести с вами время. До новых встреч. Пока.